Карелии вынесен обвинительный приговор известным спортсменам, многократным призерам всероссийских и международных соревнований по карате, детским тренерам Джаванширу и Джахангиру Кадашевым. Несмотря на то, что шлейф преступлений за ними тянется весьма внушительный, до этого им все сходило с рук. Однако сейчас что-то пошло, видимо, не так. О странностях этого громкого дела мы и расскажем в нашем выпуске. Младший Кадашев является чемпионом Европы по карате, старший многократно становился призером всероссийских соревнований. На протяжении длительного времени братья считались неприкасаемыми, и им все сходило с рук, несмотря на внушительный список преступлений. Но теперь они получили реальные сроки лишения свободы, как говорится, сколько веревочки не виться. Многие задаются вопросом, за что пострадали люди, не раз приносившие России медали с престижных турниров. Оказалось, за дело и не за одно. Однажды в социальных сетях кто-то оставил отрицательный комментарий под постом об одном из бойцов ММА. Братья заметили это и вычислили автора комментария. Молодого человека похитили, вывезли в лес и провели воспитательную беседу, фиксируя весь процесс на видео. После этого пострадавший обратился в полицию, но вскоре неожиданно отказался от своих показаний. Вероятно, братья запугали его или повлиял их отец, влиятельный карельский бизнесмен. Кадашевы имеют множество аналогичных эпизодов за плечами. Они напали на сотрудника Росгвардии в ресторане после замечания с его стороны и угрожали учительнице, которая вызвала сотрудников ГИБДД на место аварии с участием одного из братьев. До недавнего времени следственные органы не могли собрать достаточно доказательств против Кадашевых, так как многие потерпевшие меняли свои показания в их пользу или вовсе забирали заявление. Против братьев несколько раз возбуждали уголовные дела, но большинство из них закрывались из-за отсутствия состава преступления. Джахангир Кадашев получал в свое время 5-летнее условное наказание за вымогательство, а позже 2,5 года за избиение, но опять же условно. Джаваншир за избиение человека на автопарковке в 2020-м отделался лишь ограничением свободы на 1,5 года. Однако эти обстоятельства ребят ничуть, видимо, не смутили, поскольку от противоправных действий они в дальнейшем так и не отказались. Вот и на этот раз дело могло рассыпаться, как карточный домик, если бы не принципиальная позиция одного из пострадавших от умелых рук и ног братьев-каратистов. Медбрата одной из районных больниц Кадашевы избили за якобы ненадлежащее обслуживание. Джаваншир и Джахангир, минуя охрану, поднялись на нужный этаж. Выманили сотрудников помещения без камер слежения и как следует его отделали. Несмотря на дальнейшие угрозы и запугивания, мужчина до конца стоял на своем, в результате его показания, касающиеся обвинения братьев в избиении, сыграли свою роль. Весьма иронично, но этот самый сотрудник, Сулейман Гайбуладжанов, узбек по национальности, приехал в Петрозаводск из Ташкента. Он из семьи юристов, но всегда мечтал стать врачом. В Россию приехал, чтобы получить образование в медицинском институте Петрозаводского госуниверситета. Учился и одновременно работал медбратом в больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска. Именно тогда он стал новой жертвой каратиста Джаваншира Кадашева. Вот его история. Это был обычный день. Смена в больнице началась в 9 вечера. Младший медперсонал начал готовить препараты для пациентов, привычная работа. Я работал на первом посту. Вдруг слышу, что в палате номер 7 идут какие-то разборки, я пошел туда, в палате стояла посторонняя девушка в уличной обуви, не пациент. В больнице не должно быть в это время посторонних, это правило. Она же не только находилась в палате, но и грубо оскорбляла медперсонал. Я вмешался, попросил ее уйти. Выяснилось, что у девушки в больнице лежит мама, которая ей позвонила. Девушка, как потом выяснилось, Наргиз Фахратова, оказалась также студенткой медицинского института, к тому же ординатором, потому и смогла по пропуску пройти через охрану. Меня возмутило, что будущий врач вот так нецензурно унижает младший медперсонал. Я хотел найти ее преподавателей, понять, кто ее так учит общаться. Но она точно так же грубо стала отвечать и мне. Сказала, что мы такие, что запрещаем ей приходить в больницу. Мы вызвали охрану и вежливо попросили ее покинуть больницу. Уходя, она назвала меня индейцем. Если честно, я был в шоке от этих слов. Какой-то расизм, меня они очень задели. Их сказала мне девушка, тоже мусульманка. По словам Сулеймана, он на эмоциях достал телефон, догнал девушку, включил камеру и попросил повторить эти слова еще раз. Она разозлилась и сказала: «Я тебе сейчас покажу», и быстро ушла. Через несколько минут в травматологическое отделение пришли 2 крепких мужчин. Как потом выяснилось, один из них – Джаваншир Кадашев.
Девушка-ординатор Наргиз, с которой у Сулеймана вышел конфликт, как также потом выяснилось, его невеста. Мужчины сразу стали искать медбрата. Как они прошли через охрану в учреждении, я не знаю, но они сразу из лифта направились ко мне, продолжает Сулейман. И сразу очень грубо начали оскорблять, толкать. Все это было прямо в коридоре больницы. Спрашивали, какое я право имею снимать его невесту на телефон. Один из мужчин блокировал меня, второй толкнул об стену, потом еще раз. Я растерялся, мне даже слова не дали сказать, потребовали телефон и заставили удалить видео. Сулейман думал, что на этом они успокоятся, но вместо этого ему неожиданно и очень крепко прилетело. Потом в одну секунду все закончилось, мужчины начали спешно уходить, словно кто-то их предупредил. Уходя, сказали, что это еще не все, что найдут меня и посадят на бутылку, сказали, чтобы я боялся. Как выяснилось позже, охрана больницы все же вызвала Росгвардию. Когда приехали росгвардейцы, все уже закончилось. Агрессоры уехали, полиция никого не задержала. Медбрату начали оказывать помощь. Побои Сулейман Гайбулладжанов зафиксировал в этот же день. Сулейман написал заявление в полицию. С этого момента начались его хождения за справедливостью. Полиция, с его слов, равнодушно отнеслась к его истории. Уголовное дело было возбуждено, но не в отношении агрессора, а по факту. Тем более, Джаваншир в полиции все отрицал. Дескать, поговорили, все. Ничего больше не было, как не было и угроз. По словам Сулеймана, его дело явно не двигалось ни в какую сторону. Он регулярно звонил в полицию, но все словно замерло. Тем временем у медбрата началась новые неприятности. Ему начали угрожать представители азербайджанской диаспоры. Несколько раз неизвестные молодые люди ловили его на улице. Грубо требовали забрать заявление, угрожали. В какой-то момент предлагали деньги. Я начал бояться ходить по улицам Петрозаводска. На меня стали выходить даже мои личные знакомые, на которых тоже вышли эти люди. Меня со всех сторон пытались склонить к тому, чтобы я забрал заявление. Мой телефонный номер постоянно разрывался от странных звонков. Я начал фиксировать эти факты, включая запись на телефоне. Жизнь превратилась в кошмар. В какой-то момент они пытались надавить на меня даже через моего друга из Таджикистана. Причем заняли позицию, дескать, их девушка святая мусульманка, а я посмел ее снять на видео. Но я был на работе, в общественном месте, а она грубо нарушала порядок, ругалась матом, оскорбляла. Я просто хотел зафиксировать такое поведение на видео, чтобы были доказательства. По словам Сулеймана, к нему начали приходить даже в общежитие, где он живет. Приходил и отец братьев Кадашевых. Причем привел с собой какого-то врача из республиканской больницы, чтобы тот убедил забрать заявление. Отец Кадашевых предлагал Сулейману деньги. Примечательно, что ни сама девушка Наргиз, ни агрессоры ни разу сами на медбрата не выходили, чтобы принести извинения и лично урегулировать конфликт. Общение с полицией, по словам Сулеймана, из показаний пострадавшего превратилось в допрос его самого. Он несколько раз ходил общаться в отделение МВД. С его слов, ему и сами сотрудники явно намекали отказаться от претензий. Особенно шокировал его эпизод, когда дознаватель или следователь признался, что Джаваншир Кадашев его университетский сокурсник на юридическом факультете. Мол, так вышло. В другой раз ему сказали, что Джаваншир находится в соседнем кабинете и не боится ли Сулейман его. Почему я должен бояться, я не понимаю. Я в отделе полиции. Я пострадавший. Почему мне говорят про однокурсников? Почему мои показания стали превращаться в допрос меня самого? Словно мне дают понять, что это я виновен, удивляется медбрат. Да, я гражданин другого государства. Но я учусь здесь, официально работаю, уважаю Россию и ее законы. Россия должна меня защищать, а получается все иначе. Ко мне отношение как к бесправному гастарбайтеру. Позже медбрату пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Шлейф противоправных действий братьев Кадашевых тянется из глубины лет. Еще в 2018 году об их подвигах не раз писали местные СМИ. Считалось, что они состоят в банде из членов диаспоры. Провоцируя русских на конфликты, они избивали их, похищали и вымогали деньги. Избиения именно этой группы лиц людей славянской внешности в Петрозаводске стали происходить регулярно, писало в свое время интернет-издание «Карелия Ньюс». Наши собеседники говорят о том, что в городе действует банда хулиганов из 15-20 представителей диаспор. Эти лица регулярно посещают злачные места Петрозаводска и провоцируют физические конфликты не только с посетителями, но и с охранниками. Эти товарищи представляют некий силовой отряд.
Если что-то происходит с кем-то из диаспоры, звонят им, те приезжают и начинают разруливать. Примечательно то, что первыми в драку они практически никогда не вступали. Они дожидались момента, когда опрометчивый шаг сделает кто-то из обидчиков, которыми, как правило, были русские парни. И вот Петрозаводский городской суд поставил, наконец, точку в долгом судебном процессе по уголовному делу братьев-каратистов Кадашевых, прославившихся избиениями людей в столице Карелии. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались и два верных оруженосца Роберт Танаян и Рауль Джафаров. Последние, правда, отделались условным сроком. А вот братья-каратисты получили реальное наказание, о котором сами отозвались как об убийственном для них. Приговором суда Кадашев Джахангир осужден к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщил СМИ гособвинитель Владимир Луценко. Кадашев Джаваншир осужден к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Обвинительный приговор судья Наталья Соколова вынесла на основании имевшихся у следственных органов доказательств, в том числе показаний бесстрашного медбрата, а также росгвардейца, пострадавшего от рук Кадашевых и родного брата похищенного парня, который в свое время отказался от показаний и уехал из города. Впрочем, у стороны защиты есть время для обжалования приговора, который, судя по реакциям братьев, их друзей и родственников, оказался весьма неожиданным. Так что у данной истории вполне может оказаться весьма непредсказуемое продолжение. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!